крем нежный, коржи воздушные. Он очень вкусный. Какой он аппетитный. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! Сегодня мы с вами приготовим, пожалуй, самый вкусный торт. Это красный бархат. Для начала нужно смешать все сухие ингредиенты. В миске мука. Я добавляю какао-порошок. Полный рецепт будет в описании к видео. И добавляю разрыхлитель. Все хорошо перемешаю. Если у вас какао комкуется, то просейте его через сито. У меня какао свежее, оно не комкуется, поэтому я не просеивала. В чашке у меня кефир. Я добавлю 2 чайных ложки красителя. У меня краситель Топ Декор. 2 ложки нужно с такой небольшой, как бы бугорком. Одна и еще одна. Можно 2 или 3 ложки. По желанию, какой цвет вы хотите. Более насыщенный или более такой легкий. Вот такой цвет у меня получился. Теперь в глубокую миску мы высыпаем масло. Масло должно быть комнатной температуры. И вообще для коржа все ингредиенты должны быть также комнатной температуры. Это очень важно. И взбиваем миксером. Масло нужно взбивать до бела, где-то минуты 3, такое, чтобы было пышное. После того, как взбили масло, мы добавляем ванилин сюда же. Добавляем щепотку соли, даже меньше, вот буквально вот чуть-чуть. И будем добавлять сахар частями. Масло мы с сахаром взбили. Теперь будем добавлять яйца по одному и взбивать. Пока смешиваем одно яйцо, промешиваем, потом следующее вбиваем. И так все. Масло берите обязательно 82%. Очень вкусно, меньше не советую. Так, 2 яйца мы взбили, теперь еще одно последнее. Я заранее включила духовку для прогрева на 170 градусов вверх-вниз без конвекции. Коржи красного бархата нельзя пересушивать, иначе они будут крошиться. Ну и дальше готовим. Теперь, когда мы все взбили, будем засыпать сухие ингредиенты. Это мука и какао, и кефир с краской. Начинаем мы с муки, засыпаем, добавляем часть, потом добавляем кефир. И так по очереди. Мука, кефир, мука, кефир. Все перемешиваем. На маленьких оборотах нужно все смешать. Сейчас я сначала венчиком так проведу, потом смешали, добавляем теперь кефир с красителем. Также немножечко поможем венчиками все перемешать. Вот такое тесто, друзья, у нас получилось. Полученную массу теста я взвешу на весах, чтобы было более точно, и разделю на 2 части.
Оставшуюся половину теста мы закрываем пленкой и оставляем на столе при комнатной температуре. Теперь корж мы выпекаем в духовке минут 20. Смотреть нужно до готовности. Друзья, вот такой корж у нас испекся. Проверяем мы или шпажкой, или вот можно нажать пальчиком. И если палец не проваливается, значит корж готов. Выпекался он у меня 40 минут. Вы смотрите по своей духовке. Друзья, вот такая половина торта у нас испеклась. Это одна часть. Я теперь ее переложу на решетку. Снимаем саму бумагу. Вот так. И кладем вот этой же стороной на решетку. Видите, если на этой бы стороной ложила, она пристает. Поэтому кладите той стороной, на которой пекся бисквит. Когда корж немного остыл, мы его завернем в пленку и положим в холодильник буквально на 5-6 часов, чтобы равномерно распределилась влага. Этот торт, конечно, быстро не делается. Нужно как минимум 2 дня. Один день для коржей, второй день крем, и пусть он пропитается, а потом только кушать. Сейчас я его заверну. Бисквит я завернула в пленку. Сейчас все отрежу. Друзья, теперь мы приготовим с вами сливочный крем. Для этого я беру сливки. Все пропорции я напишу в описании к видео. Сливки в Турции густые. Они отличаются от нам привычных. Теперь к сливкам я добавляю сахарную пудру и добавляю сливочный сыр. Теперь сливки и сахарную пудру мы взобьем миксером. И смотрите, что нельзя их перебить. Сливки мы взбиваем до устойчивых пиков. Вот до такого состояния мы взбили сливки. Они хорошо держат форму. Теперь мы их поставим в холодильник и достанем коржи. Они простояли у меня 5 часов. Теперь мы их разрежем. Я буду разрезать на 2 части и немного срежу шапочку. Разрезать можно ножом, можно ниткой, можно струной. У кого что есть. Я буду разрезать ножом. Шапочку я сниму и положу в тарелку. Она пригодится нам для отделки. Коржи я разрезала. Вот какие они внутри. Очень красивые. Сейчас вторую половину разрежу. Друзья, ну теперь самое главное. Осталось собрать торт воедино. Берем первый корж. Я беру крем сливочный, его в мешок. У меня такая емкость есть. Ну, у вас может быть любая емкость. Это для удобства. Теперь крем я накладываю в мешок. Буду накладывать немного, чтобы он не таял в руках. Остальную часть я уберу в холодильник. Так, теперь будем украшать. Я делаю такие пирамидки. Можно воспользоваться насадкой, но я просто отрезала кусочек пакетика, и очень удобно. Если нет насадки, легко и просто.
Так, мы крем нанесли. Теперь кладем сюда второй корж. Ровненько, аккуратненько. Смотрим со всех сторон. И также будем сверху второй корж делать кремом. Так, украшаем последний корж. Теперь верхнюю шапочку, которую мы срезали, я ее измельчу в крошку. Крошку мы измельчили. Вот такая она, видите, пушистая, прям мягенькая-мягенькая. Оставляем ее в сторонку и нарежем клубнику. Клубнику я нарезаю на 2 части. Она, смотрите, какая красивая, ароматная. Сейчас все нарежем и все украсим. Друзья, в оставшуюся часть крема, здесь буквально 3-4 столовых ложки, я добавлю крошку, которую мы измельчили. Не все, но прилично так добавлю. Все мы перемешали, вот такая масса получилась у нас. Теперь ложечкой мы берем и катаем такие небольшие шарики. Можно поменьше даже. И обваливаем вот в такой крошке. Они получаются такие бархатные. Вот такая красота, смотрите. Эти шарики я делаю для украшения. Вы можете для украшения помимо клубники или любых других ягод использовать джем. Также капельками сверху добавить. И будет очень красиво, очень вкусно. Они как маленькие пироженки такие получаются. И вот так мы их катаем здесь, такие шарики. Теперь ягодами клубники я украшу торт сверху. Так, клубничку мы положили. Теперь добавим сюда в серединку вот эти шарики. Они такие бархатные, очень красивые. Так. И один сверху. И немножко добавим вот здесь. Вот так, слегка. Посмотрите, какая красота! Это мы сегодня с вами приготовили. Друзья, кому понравилось мое видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь с друзьями. Я буду вам очень благодарна. На сегодня же я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До следующей встречи в следующих видео. Ну и теперь основной момент. Разрежем торт. Ой, какой он мягкий. Посмотрите. Посмотрите, какой разрез в самом торте. Крем нежный, коржи воздушные. Он очень вкусный. Какой он аппетитный. Посмотрите, какая прелесть. Просто невозможно оторваться. Друзья, готовьте такой торт. Радуйте своих родных и близких. И, конечно же, друзей. Всем приятного аппетита!